Всем привет! Новый выпуск «Паровозной братвы» посвящен вновь ставшей актуальной теме запрет на посещение футбольных матчей. Мы поговорим с парнями с Южной и с других трибун «Локомотива», которые попали в сложные ситуации. Парни расскажут, чем они занимались в это время, и расскажут обо всех нюансах своих дел и своей жизни в этот непростой период. Гостей много, выпуск длинный, но тема очень важная, серьезная, поэтому запасайтесь терпением, пивом, чипсами, водой, чаем и вперед! Новый выпуск. Привет. Приветствую. Как дела? Да, более-менее. Отлично. У тебя на днях закончился бан, я правильно понимаю? Ну, около того, да. Сколько времени, точнее, на какое время тебе запрещали посещение спортивных мероприятий? Мне запретили посещение на год, но человека, которого судили прям вот следующим после меня, почему-то на 2 года, но мне повезло. Класс, действительно счастливый случай. Когда и за что тебя забрали перед тем, как забанить? Забрали меня после чемпионского матча, сразу же попал в комнату полиции за то, что, да, зажег дым, проявил свою излишнюю, наверное, эмоциональность со стороны, по мнению людей в погонах, и зажег дым сразу после финального свистка, когда подходила команда. Что писали, долго ли писали, как долго оформляли? Ну, там получилась небольшая тупка, пока вручали кубок, пока там гравировка, пока все это там ликование происходило. После этого сразу же ко мне на выходе подошел господин полицейский и сказал: пройдемте. Там уже все налетели как стервятники, наверное, человек по 10, и начали прессовать, что типа: вот ты там, сука, сейчас мы тебя по полной, сейчас тут все останетесь. Ну, завели человек 10, наверное. Повезло особенно 3 счастливчикам, это на кого были фотодоказательства. Я был один из них. И писали, наверное, на протяжении минут 40, причем сфотографировал один человек, с сектора меня привел в комнату полиции другой человек, оформлял уже совершенно 3-й человек. Как непонятно все это произошло. Но ночевать не пришлось, да? В комнате полиции нет, но ночевать пришлось в отделении. Понятно. Целых 2 дня. То есть матч был чемпионский в субботу, ночь с субботы на воскресенье переночевал, потому что в воскресенье работает суд, и уже с воскресенья на понедельник ночь переночевал, и в понедельник посудили. И отпустили, да? На суд и отпустили. Ну да, сразу отвезли на суд на машине, и после этого сразу же отпустили. Понятно. Как ты думаешь, во-первых, что дало милиции, что дало клубу или кому там РФС, и вообще кому-то что-то дал бан твой вот на этот год? Ну, если честно, я вообще не вижу в этом никакого смысла. Человек, который действительно, у которого есть страсть, который болеет футболом, который болеет фанатизмом, ему год, конечно, ничего не даст, потому что страсть не угаснет. Я буду надеяться, что так у каждого человека. Я вообще не понимаю, это какой-то идиотизм, потому что система ведения Fan-ID, она очень спорная, потому что данные уже есть у клуба, всех болельщиков активных. Есть они у представителей полиции, особенно с учетом того, что этим занимаются люди из определенного ведомства. Не знаю, можно называть 3 буквы в составе МВД. Те, которые нет, буквы М, У и Р. Понятно. У всех все есть, и я как бы не вижу в этом проблемы особой. Зачем? Можно и так выдернуть, почему они это делают. Как тебе этот год дался? Ну, год дался достаточно нелегко, потому что фанатизм занимает в моей жизни достаточно большую часть, и не так легко сразу быть оторванным от этого, когда все твои друзья, знакомые продолжают этим заниматься, и тебе самому просто неистово хочется попасть на стадион. Но благо спасает то, что во время запрета не запрещено посещать европейские матчи, поэтому в этом году нам попалась Лига чемпионов, отлично, парни постарались, и благодаря этому я посещал 3 матча, посетил точно. На выезде? Да. Это круто? Ну, да. Буду надеяться, что это... Отлично. Даже не все те, кто живут без всяких запретов, посетили 3 выездных матча. У тебя есть опыт посещения вообще, в принципе, в Европе каких-то матчей, не знаю, в Польше, Германии, куда парни любят выезжать, в Сербию в ту же самую? В Сербии я был на матче чемпионата Сербии.
Ограничений там есть какие-то? Ограничений абсолютно никакого нет. Я попал на заворотку Цервяной Звезды, прям на их фанатскую трибуну. Спокойно купил билет в кассе перед этим, никаких ограничений не было. Единственное, что полицейские там достаточно серьезно относятся к тому, что ты проносишь на сектор. Вот у меня, к примеру, отобрали зажигалку, но при этом оставили спички. И вот с тех пор я знаю, что на Балканах отлично проходит тема со спичками. Не знаю, опять же, какой в этом смысл. Но... Ну и пиротехникой. Пиротехника, да. Тоже вопросов нет. Я пришел, пиротехнику увидел у них на секторе, причем в достаточно большом количестве. У них, видимо, никакого запрета нету, такой чисто номинальный только. Окей, как ты думаешь, нет ли никакого противоречия в позиции даже нашего клуба по отношению к пиротехнике, раз тебя забрали именно за нее? У нас клуб проводит пиротехнические шоу до матча, после матча, особенно если мы выиграли, всегда на стадионе салют. Иногда в середине матча какие-то дымы. То есть, ну, очевидно, сам клуб достаточно лояльно, как мне кажется, относится к пиротехнике. Не находишь ли ты тут какого-то противоречия? Самому клубу можно, фанатам нельзя, и фанаты все за это блокируют. Ну, это какое-то проявление двуличия какого-то, я считаю, потому что все признают, что это красиво. Фанаты говорят, это красиво, комментаторы, когда комментируют, обращают на это внимание, говорят, это красиво. И я бы не сказал, что тут есть какой-то запрет со стороны клуба. Клуб на это как-то так реагирует. Он, конечно, платит штраф, им это некомфортно выдавать из своего кармана деньги. Но почему у МВД, у РФС такое отношение к этому, тоже не понимаю. Пиротехника вообще не преступление. В умелых руках это вообще никакого вреда не приносит. Я считаю, что это одно из проявлений наших эмоций. И как человек опытный теперь, опытный в печальном смысле, скажи, посоветуй парням, которые попадут, ну, мы никому этого не желаем, но тем не менее исключать этого нельзя. Если вдруг кто-то попадет в такую же ситуацию, как ты, получит бан на год, что бы ты посоветовал ему делать в течение года этого или двух, сколько времени ему определит наш самый гуманный в мире суд? Ну, я бы посоветовал, конечно, смотреть по себе, потому что многим может не хватить сил не ходить, некоторые могут сорваться, но тут они уже сами должны подразумевать, что к ним могут быть применены санкции уже более серьезные, более строгие, потому что сейчас система, даже у нас на фоне, она модернизируется. Будут стоять скоро везде камеры, и на стадионах чемпионата мира они уже стоят, и можно получить достаточно серьезные проблемы. Совет, наверное, хотелось бы дать больше не что делать во время этого года, а что делать, когда тебя принимают. Я хочу сказать о том, что не надо расписываться за то, чего вы не делаете. Мусора могут сказать все, что угодно. Ты сейчас подпишись, и сейчас поедешь домой, и мы тебе пришлем там повестку, придешь, тебя посудим. Вот на эту херню точно не стоит вестись. Точно не стоит подписываться под протоколами, под объяснительными. Если вы не понимаете, о чем речь, если вы считаете, что вот гражданин такой-то, такой-то, его там доставили в отдел полиции на стадионе таком-то, таком-то, и вы не понимаете, о чем речь, если вы этого не делали, если там написана статья, по статье такой-то, такой-то, вы не знаете, что это за статья, так и пишите, что меня ни с чем не ознакомили, я ничего не знаю, и за что меня приняли, я тоже не знаю. Вот это, я считаю, самое главное. Особенно ты так же сделал? Я написал, да, но мне, по сути, там было объяснение мента, который вот меня принимал. Ну, видно, что мент, видимо, тоже был не очень такого большого ума. Он какую-то написал ерунду, оставил половину поля вот этого, где он должен был написать объяснительную. Он оставил половину поля пустую. Я там сразу же поставил прочерк и сразу написал, потому что я не понимал, о чем речь. Там написана статья 20.31, часть 3, почему-то сразу уже, что, может, я подозреваю совершение этого преступления, может, они как раз на это ссылались. Я на тот момент не знал, что это за статья, и написал, что никаких противоправных действий не совершал. Потом уже на суде, когда я, естественно, уже про все это прочитал, судья у меня спросил, почему ты написал, что ничего такого не совершал, а сейчас, когда я у тебя спрашиваю, ты говоришь, да, я это делал. Но я сразу объяснил, что меня привели, и как бы расписываться за то, чего я не знаю, я не собирался, и поэтому написал, что я этого не совершал. Ну, и при этом судья сказал, что да, действительно было, раскаялся в содеянном, что называется, и, может быть, поэтому меня как раз и спасло от бана в 2 года. Поэтому, может быть, мне и дали 1.
Еще как один из вариантов, вот за этот год, ты же, насколько я знаю, окей, не приходил на матчи из-за запрета, но подготовка к перформансу в этом принимал участие, правильно? Ну, Здесь да, же ограничений никаких нету. Здесь никаких нету, кроме тех, что запрещено появляться на территории стадиона в день проведения матча. Вот, естественно, наверное, я не знаю, как это там в 0:00 ровно, или как-то, когда первые менты приезжают, это считается днем проведения матча. Но, слава богу, можно, и была возможность парням помогать по мере Из движухи возможности. не выпадал, в общем, в любом Естественно, случае. нет. Скажи, у тебя уже срок этот закончился, и мы оба знаем, что ты уже был после того, как закончился период бана, ты уже был на стадионе. Что была за игра и какие чувства? Первое после бана это был выезд в Самару на финал Кубка. Естественно, эмоции только положительные. Все уже пошутили там надо мной на секторе, Что надо давай выбегать на поле, да? Нет, каждый год приезжаешь, чтобы мы брали трофей обязательно, там раз в году. Ну, приятно оказаться в компании парней, снова вернуться в строй. И сразу же на следующей домашке с Уфой удалось поучаствовать в подготовке перформанса. Слушай, как думаешь, зачем сейчас пытаются ввести паспорт болельщика или Fan-ID, как это называется, в то время как уже есть достаточно жесткая система наказаний тех же самых банов? Кому и зачем это нужно? Мое мнение, попилить бабки. Это колоссальные деньги, разработка всех этих систем, контроль над этим. Как я уже сказал, при оформлении абонемента в любом случае показываешь паспорт, и у тебя есть клубная карта, на которой есть твоя фотография, значит, в клубе она тоже есть. Логично, что она есть дальше у вот этих представителей закона. Тупо попилить бабки. Больше ничего не могу сказать. Как ты думаешь, после того, как и если они все-таки введут этот Fan-ID или паспорт болельщика, как эта херня будет называться, как это отразится на посещаемости именно Локомотива? Думаю, посещаемость упадет во всех клубах, не только Премьер-лиги. А у нас? У нас тоже. Соответственно, потому что это дополнительная бюрократическая волокита. Не знаю, как человек, который захочет привезти на стадион семью, может быть, прийти с женой, прийти со своими детьми, как он это будет с этим справляться, оформлять Fan-ID, карту болельщика, что это будет, непонятно. Но дополнительный барьер, я так считаю. Ты сам как сейчас смотришь на эту ситуацию? Будешь ли ты ходить, если введут паспорт болельщика? Посмотрим, чем это все обернется. Мое мнение, что все фанатские движи страны должны как-то больше консолидироваться и показать свою ясную позицию. Если все-таки до этого дойдет, буду уже решать как-то. Но дополнительная преграда... Тут опять же во мне борются два мнения, что и так твои данные уже везде есть, и они уже есть в полиции. С учетом того, что я был забанен, они знают за что, я уже в группе риска для них. Но не понимаю, зачем нужен этот дополнительный контроль. Мы встречаемся со следующим нашим гостем в пабе «Столичный». Отличный паб напротив стадиона. Все нормально, все вопросы решены. Этот паб паровозный теперь, так что, во-первых, спасибо владельцам и всем добро пожаловать. Здесь всегда можно выпить пивка до игры или после. В общем, приходите. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Ну, мы рассказываем сегодня, беседуем про баны, про забаненных парней, про то, как они проводят это время и что можно делать, чтобы не унывать и продолжать поддерживать команду. И самое главное, быть в форме, чтобы спокойно вернуться после того, как бан закончится. Расскажи, пожалуйста, свою историю, то есть когда тебя забанили, за что, было ли за что вообще и насколько? Бан я получил свой в Сочи в 2017 году, 3 мая получается. Вот у нас 2 мая игра была, финал Кубка, да, с Уралом. Вот, 3 мая был суд, и нам, соответственно, всем по судебному решению сделали этот бан. Вот. Собственно, получил за что? За то, что выбежал, как и все, в техническую зону. Вот.
То есть таких людей, как мы видели, можно по видосам посмотреть, было там не 80 человек, как приняли, да? То есть даже не на поле, а вот именно это не на поле, вот да, а вот, да, вот да, я эта понял. часть, получается, До поле, ворот. да, как они расценивают, получается, это тоже как поле. Ну, на поле-то, по сути, выбежало там сколько? Несколько человек, то есть меньше 5 человек. Вот. И самое главное, что не все из этих 5 человек получили запрет, кто выбегал. То есть один, наверное, или два там максимум. Вот. А остальных просто вывели стюарды, и ничего не было. То есть большинство-то людей просто выбежало в эту техническую зону, так называемую. Вот. И получается, по сути, в этом вот судебном решении было указано, что запрет идет за то, что ты был не на своем месте раз, вот, и, соответственно, за выход вот в эту техническую зону, Насколько- вот, которая считается частью поля. Насколько тебе дали запрет? 2 года. Вот. Кому-то дали 1,5, то есть я не понимаю, как они выбирали, кому дать 1,5, кому 2. Ну, то есть, мне кажется, это было рандомно. Собственно, дали 2 года. Вот. И причем судья настолько был необразованный юридически, что он меня спросил, говорит, вы в курсе, что вы не попадаете на чемпионат мира? То есть я сказал, что нет, не в курсе. Там говорю, а почему? Ну, вот, говорит, в связи с этим решением. Я говорю, ну окей, хорошо, там хрен с ним, с этим чемпионатом, да, там, ну, он говорит, но, сам сказал, то есть я не спрашивал ничего, говорит, но на игры своей команды, там, да, на вот, Локомотивы, вы можете ходить. То есть я ничего не спрашивал, мне это было сказано, то есть самим судьей. Да, ну, как бы, вот То есть как-то они так. даже не понимали, что они делают? Они не понимали, получается? что они делают. Было такое вот со стороны, это виделось как будто указание сверху, собственно, и они просто без опыта это все штопали, все вот эти запреты, и все массово. Побыстрее бы им надо было закрыть это все, отписаться и все, что вопрос решен. Как Вот. ты эти 2 года провел? Ты выпадал из движухи, не выпадал? Чем занимался? Скучал, не скучал? Расскажи. Ну, собственно, скучать я не скучал. Почему? Потому что я все это время, то есть, посещал все игры. Старался посещать по максимуму все игры. То есть это уже другой момент. Как я там это делал, да, получается. Вот. Но под запретом я на стадионы ходил. Вот. И на выезда ездил, и, соответственно, на Локомотиве был. Вот. Много раз. Были Естественно, какие-то проблемы с этим? Проблемы были в плане, естественно, переживаний. Тут я совру, если скажу, что, конечно, я не парился по этому поводу, да, вот, потому что это камера, это чревато штрафами большими, это чревато, собственно, арестом, да, вот, если тебя примут за такую тему. Вот, собственно, ну, старался как-то маскироваться. Поэтому у меня получается вот этот промежуток, когда я у многих, у кого был запрет, и они не ходили, и потом приходили с новыми силами, то есть соскучились, все, у меня вот этого не было. Ага. То есть я пришел уже после запрета на стадион, как вот просто ничего и не было. по Как сути. вчера. Да. Как ты думаешь, вообще для кого-то принес пользу вот этот запрет? Для кого-то из посетителей, там, не знаю, центральной трибуны, для детей, Нет, которые это точно приходят? нет. Я могу сразу сказать, что нет. Вот. Также могу сказать, что какую пользу мог принести этот запрет, собственно, властям, мне тоже непонятно. Потому что, ну, какой выхлоп из этого всего? То есть был. Выхлоп, я так понимаю, был один. То есть это не попадание вот этих людей, На которых они чемпионат забанили, мира. на чемпионат мира, да. По Fan ID сейчас много разговоров идет о том, что нужно его ввести, продолжить вот эту вот херню с паспортом болельщика, который действовал на чемпионат мира. Как ты думаешь, ну что ты вообще об этой инициативе думаешь? И самое главное, как она скажется на посещаемости? Ну, мне говорили, что там есть список уже из там, 300 человек, примерно, может быть, чуть больше, которые якобы этот Fan ID, при условии, если его введут, никогда не получат. То есть никогда просто человек не сможет ходить, по сути, на стадион. На мой взгляд, это идиотская инициатива, вот, введение этого Fan ID. И она также ни к чему не приведет. Просто какие-то, я не Получается, знаю, ограничение отписки, да, свободы просто. нашей. Ну, по сути, да. Ну, как я рассказал, то есть можно, да, в принципе, посещать аккуратно матчи, стадион, там, потому что, на мой взгляд, это все, я как и сказал, уже необкатанная система, вот, по крайней мере, на наше время пришлась. И
Ну, либо просто участвовать в жизни Да, то есть движа, можно да? уже просто приезжать на выезда, например, вот, и... Ну, посмотрел в пабе, да, опять Да, же. да, почему нет? То есть И, это тоже активность. А дома здесь, на домашках, там ничто не мешает, не знаю, там перформанс помогать Да, готовить? помогать, конечно, да. Это надо делать 100%, вот. Поэтому жизнь не заканчивается, так сказать. Надо двигаться дальше. Когда-то же он закончится. Хорошо, давай, спасибо. Все, спасибо тебе. Ну, мы продолжаем встречаться с парнями, с гостями этого выпуска. И следующий гость у нас Артем. Артем, привет. Привет, Вань. Как дела? Ну, неплохо, спасибо. Хорошо, но мы говорим про баны, про ситуацию с банами, про ситуацию с парнями, в которую они попадали. Расскажи, пожалуйста, про свой случай, когда у тебя случился бан, там, после какого события, ну и как-то опиши. Я вообще, понял, что я, происходит. как многие другие ребята, как бы из нашего движа, попал под запрет на посещение футбола после матча за Кубок в Сочи. На самом деле попал довольно, не то чтобы глупо, но, на мой взгляд, ни за что. Потому что, когда начали забирать моих знакомых, я как бы на правах отчасти старшего пошел договариваться и уточнять, за что их забрали. Ну и как бы весело беседуя с гражданами полицейскими, я тоже оказался за компанией, да, за компанией как бы под запретом. Вот. То есть дело было так, что я просто пришел общался вплоть там до полковника, который руководил процессом задержания, после чего его куда-то вызвали. В это время забежали какие-то совершенно другие сотрудники других подразделений, вот, я в них ничего разбираюсь, вот, и увезли нас уже в отделение в сам непосредственно отдел. То есть, получается, тебя не забрали? Нет, я как бы сам пришел. Вообще дичь какая-то. По сравнению с тем, что рассказывал Лёлик и другие парни наши, то есть их и забирали, но их забирали там не забирали конкретно тех людей, которые даже не выбегали на поле, вообще ничего да, не я делали. как бы сам пришел, вот, и в принципе я думаю, что если бы тот человек, с которым я общался по поводу ребят, он бы как бы не отлучился там на какие-то там 10 минут, что в принципе как бы возможно не было бы запрета ни у меня, ни у ребят там, про которых я вел разговор. Я правильно понимаю, что ты также со всеми просидел там до утра, до суда, да? Да, получается? да. И сколько тебе дали в итоге запрет? 1,5 года. Полтора года обязательной работы и штраф, по-моему. Что за обязательная работа? Обязательная работа, на самом деле, был самый парадокс, потому что никто об этом не знал. Потом ко мне приходил мой участковый, который тоже не знал, что делать с моими обязательными работами. Вот. И как бы в итоге, Погоди, ты на самом деле ты первый, кому вообще вот это назначили из тех, с кем я общался. Что за обязательная работа, что надо было делать вообще? Вообще, как бы, по идее, все закончилось тем, что мне нужно было отработать энное количество часов, не очень большое, по-моему, 30 или 40, типа в пользу государства на государственном предприятии. То есть это меня направили в ГУП автомобильные дороги, я должен был 40 часов, что-то делать. И ты, Это было спустя 2 года, нет, ничего не делал. Хорошо. Окей, а к тебе 1,5 года, это получается где-то в декабре, да, закончился? Да, примерно в декабре у меня закончился запрет, то есть уже с этой весны я как бы мог стадион посещать. А ты посещал уже? Да, несколько раз. Ну и как ощущения после того, как ты вернулся? Как бы мне были довольно насыщенные 1,5 года, поэтому ощущения, как будто я и не уходил, то есть это не такой большой срок. Расскажи про само вот это время, 1,5 года. Ты выпадаешь, ты мало того, что в такой культовый, в пиковый, точнее, момент в команде Семин вернулся, у нас такой сезон сложный, мы кубок выигрываем, и вот, казалось бы, все впереди, и такой облом. На несколько выездов мы как бы с ребятами ездили, просто не ходя на стадион. Вот, опять же, я поддерживал, естественно, отношения и общение со всеми моими друзьями, которые кто-то попал под запрет, кто-то нет. И как бы в моем понимании для меня Локомотив — это не только команда, которая играет на футболе, да, на поле, это в том числе и в большем числе это мои друзья, знакомые и те люди, которые меня окружают. Естественно, что общение с ними никуда не делось, поэтому я не могу сказать, что я прям выполнил 1,5 года.
Ну, круто. Ну, кстати, это такая важная штука, мне кажется, что ты все равно приезжаешь, потому что у некоторых движей даже есть такая тема, что был в городе в день матча и выезд засчитан. Ну, я считаю, что это здесь... правильно на самом деле. Ну, у меня мнение другое по этому поводу, но, но как бы, на мой взгляд, почему бы и нет. Вот эти запреты, они же распространяются только на Россию, правильно? Да, да. Поэтому, ну, я к чему веду, мы с тобой вместе ездили в Приднестровье, когда мы играли с Шерифом Тираспольским. На границе у некоторых из нас были вопросы, задавали вопросы пограничники. Это было связано с запретом с этим? Я думаю, что отчасти с запретом, отчасти с тем, что на как бы определенных людей почему-то у нас считают наши правоохранительные органы потенциальными, не знаю, преступниками и хулиганами. Вот, и зачастую как бы это самые добропорядочные граждане, которые просто там, не знаю, например, занимаются спортом, и поэтому, по мнению правозащитников, по мнению правоохранительных органов, представляют какую-то опасность. Вот. И более того, была история, наверное, с ребятами, с которыми ты общаться не будешь, вот, но с моими знакомыми, которые, не имея запрета на футбол, приехали на выезд, если я не ошибаюсь, в Мадрид на Атлетико, вот, и их вообще не пустили в город. В город. Они просидели сутки в аэропорту там, или в тюрьме при аэропорту, вот, после чего были депортированы домой. Даже депортированы? Да. То есть с печатью, со всей херней? Ну, насколько я знаю, да, с печатью. То есть они реально просто сутки провели в какой-то полной безысходности и не понимая, что происходит в комнате 3 на 5 метров, вот, после чего через сутки их выперли домой. Давай про другое поговорим. Ты, по-любому, часть парней и так знает, часть наших зрителей. Для тех, кто не знает, скажу, что Артем спортсмен, крутой спортсмен, который представляет в Россию в международных соревнованиях. Во-первых, расскажи, чем ты занимаешься, так, чтобы не я об этом рассказывал. Я понял. И сейчас, секунду, и сразу, как сказался этот запрет на твоем спорте, мешало ли это посещать соревнования, потому что тебе же, ты как участник все равно должен. Я играю в американский футбол в сборной России и представляю команду «Московские патриоты». Вот. А также занимаюсь силовым экстримом, являюсь мастером спорта международного класса, рекордсменом России и призером чемпионатов мира, Арнольд Классик и прочих международных турниров. Мы здесь делаем такую плашечку с твоим инстаграмом, чтобы пацаны могли посмотреть, что это вообще. Вот. На самом деле, так как в запрете непосредственно написано, что запрещено не только там посещение футбольного клуба «Локомотив», а посещение каких-либо спортивных мероприятий официальных. То есть, по идее, если с буквы закона, я не мог даже играть в чемпионате России по американскому футболу. Там эти 1,5 года. Все было хорошо, все я играл нормально, играл за сборную. Вот, выезжал, и с этим, в принципе, проблем не было. Единственная была проблема, то, что мы говорили в начале про обязательные работы. Вот, так получилось, что поскольку никто не знал, как мне их проходить, я на это дело забил. Вот, после чего я ехал на соревнования на автобусе в Эстонию, и наши же пограничники меня не пропустили. Вот из-за этих работ? Да, меня не пропустили из-за этих работ, из-за чего мне пришлось на перекладных возвращаться назад, а через 5 дней у меня был чемпионат мира в Чехии. Мне нужно было за 5 дней эту проблему решить. Вот. Проблема была в чем? Что так я эти работы не отработал, то какой-то там адлерский что-то суд подал какой-то запрос, что-то вернулось. И, в общем, они мне послали письмо о том, что я должен прийти и отработать. Письмо Почта России потерялось и до меня не дошло. Вот. А запрет на выезд из страны мне уже в этот момент впаяли. Вот. В целом все произошло, все закончилось нормально. То есть я там уехал через 5 дней в Чехию. Вот. Просто пришлось отдать чуть больше денег, чем планировалось изначально. Вот. Но это все решаемо и не страшно. Вот, единственное, естественно, что там меня отправили отработать какие-то троллейбусы в автопарке, но естественно, что там никто этим не занимается, никто эти троллейбусы не моет. Вот, и в принципе, на этом моя история с работами с запретом, она закончилась, там ее негативная часть какая-то. По большому счету, получается, это такая вообще показуха, да, все вот эти запреты и какие-то... по большому счету, да. И понятно, что запрещая людям, не знаю, еще можно отследить, что человек ходит на свой любимый клуб или нет. Но отследить человека, как он, не знаю, занимается каким-то другим спортом, куда-то выезжает и прочее, это в принципе нереально. И, наверное, не знаю, на честное слово этих ребят, у которых запрет рассчитано. Вот, поэтому, в этом на самом деле реально ничего страшного нету. И человек не выпадает из жизни на это время. Вот, то есть, все нормально. Как ты думаешь, кому и что дал запрет
посещать матчи, вот конкретно тебя? То есть помогло ли это, увеличило ли это посещаемость в Не знаю, мне чемпионат кажется, России? если я перестал ходить на футбол, наоборот, посещаемость снизилась. Там девочки перестали ходить, может, некоторые. Вот. Поэтому, как бы, не знаю, мне кажется, нет, наоборот, как бы. Да, никакого смысла нету, ни на что это не влияет, как бы, но перестало там 20 человек ходить на футбол, да и что? И как бы и на общую картину это не повлияет. И должна как бы вестись работа с болельщиками с точки зрения диалога, а не с точки зрения запретов. Ну, вот. И даже если мы посмотрим там, не знаю, на историю футбола во всех странах, еще нигде никогда не было там за 150 лет, что играют в футбол, что запрет для болельщиков привел к чему-либо позитивному. В общем, вот эта история с запретами, она, очевидно, пошла в начале перед чемпионатом мира. Сейчас чемпионат мира закончился, но запреты продолжают выдавать. Год назад нескольким парням уже после чемпионата запреты дали. Кому-то на год, кому-то на 1,5. Сейчас идут разговоры постоянно о возможном введении Fan-ID. Как ты к этому относишься? Нужно ли это? Как ты думаешь? Я думаю, что явно не нужно. И у нас большая проблема в нашем футболе, как и в нашем спорте в целом. А мне есть чем сравнить, потому что я много путешествую и как бы там за Локомотив езжу на какие-то евровыезды, и в том числе как спортсмен на свои соревнования. У нас большая проблема, в принципе, с посещаемостью спортивных мероприятий. И как бы вместо того, чтобы опять же идти навстречу, вести какой-либо диалог, вместо этого вводятся какие-то вот запреты, дополнительные бумаги, Fan-ID и прочее. Плюсов от введения Fan-ID нет никаких. Вот. Минусов, но я думаю, что мало даже обычных болельщиков станут ходить на футбол. Если тебе нужно что-то регистрироваться, там, заводить собственный новый паспорт, тебя везде фотографируют. И ты априори, как бы, когда ты уже идешь на стадион, ты уже априори себя чувствуешь преступником. То есть тебя 5 раз обыскивают, на тебя смотрят как на врага, тут какая-то конная полиция ходит вокруг, да, твое лицо фотографирует камера для того, чтобы там ты с ребенком посмотрел футбол вживую. Да никто на это ходить не будет. Вот, как бы, и если болельщики как бы клубам и не нужны, да, и как бы в принципе болельщики это, возможно, такое как бы, ну, лишнее в нашем футболе, тогда, безусловно, имеет смысл вести Fan-ID, ну, как бы не будут ходить и не будет, небольшие потери. Если все-таки у нас футбол больше для болельщиков, и как бы футболисты играют для тех людей, кому они не безразличны, то, ну, это довольно глупо просто. То есть я не могу сказать, что там правильно, неправильно, это реально довольно глупо. Ну что, отлично. Спасибо тебе за спасибо, рассказ, за интервью. Давай, успехов. Привет, Леха. Привет, Вань. Продолжаем нашу тему по запретам, по банам и вообще по тому, что происходит вокруг допуска фанатов на стадионы России. Расскажи, пожалуйста, у тебя же совсем недавно закончился твой бан. Сколько он продлился и когда, из-за чего он вообще у тебя начался? Мой бан был со 2 мая 2017 года после финала в Сочи, где играл Локомотив Урал, и продлился он до 19 мая 2019 года, потому что там апелляцию пока подавал туда-сюда, и все это оттянулось. Но скоро после финала Кубка с Самарой у меня может быть новый бан. Это мы сейчас поговорим. За что тебе тогда дали, за что в Сочи тебя задержали, что тебе вообще предъявили и почему 2 года? Ну, мне предъявили то, что я выбегал на поле и кидал пиротехнику. Ни одного видео доказательства, ни одной фотографии, естественно, у них не было. Там, так сказать, из моего коллектива у нас получили ровно половину, может быть, чуть больше ребят. Прошел суд, что тебе там, что тебе вменили там и, ну, как быстро все это прошло? Ты говорил, что там какие-то были апелляции. Но если люди, сидевшие при мне, оперуполномоченный, который заполнял, что я якобы выбегал на поле и кидал пиротехнику, заходит стюард и говорит: вы, говорит, что, совсем куканулись? Он, типа, там единственный, кто нам, типа, помогал, как бы, ребят там сдерживал до последнего, как бы, потому что у меня были с некоторыми людьми договоренности, чтобы там помочь, но я сказал, что после футбола все будут выбегать, я говорю, ничего делать не буду, чтобы во время именно футбола никто не выбегал. У меня были с людьми как бы договоренности, я их выполнил. На что оперуполномоченный сказал: да я ничего сделать не могу, это указание сверху, как бы. На суде меня осудили 3:30 или в 4 часа утра, как и многих.
Судья был, наверное, злой, то, что его подняли в такую рань, так сказать, ночью. И особо не думая, дал мне 15 суток, 2 года запрета. Хорошо, не 3, как моему там товарищу по камере, который также ничего не делал. Он тем более еще из Саратова, Саша наш. Ему дали просто 3 года? 3 года. Вообще ничего как бы. Ну, что тут сказать. Когда тебя судят там в 4 утра, не предоставляют никаких доказательств, тут как бы все понятно. Тем более, это не Москва, это Сочи, где люди слушаются людей там из Москвы, как, не знаю, что как они, богов, да, как богов, они не будут разбираться. Все, есть цель, как бы говорится, есть человек, значит, найдется и статья. Там, я помню про Сочи, прекрасный момент с Золотым, который стоял, просто стоял без, вот вообще без движения. На всех фото, на всех видео видно, что он то на одну ногу облокотился, то на вторую. Он даже с места со своего не сходил. Его забрали после игры и тоже дали бан 2 года. Это феерично. У тебя такая же история, получается, была? Ну, примерно так же, да. Что случилось в Самаре и что за новые угрозы в твой адрес? Ну, в Самаре мы с ребятами были на секторе на нашем, на Фанатском, пришли туда ко второму тайму. Простояли 30 минут, когда я сказал: не, ребят, вдруг нас сейчас еще здесь заберут, давайте пойдем. У меня были билеты на противоположную трибуну. Давайте как бы пойдем, чтобы нас еще не забрали здесь. Все со мной согласились. Я вообще предлагал изначально как бы вообще с сектора уйти и там за 10 минут до конца футбола, чтобы не было никаких как бы проблем. Но ребята сказали: нет, надо футбол досмотреть, финал Кубка все-таки, вот мы выигрываем 1-0. Я говорю: ну хорошо, пойдемте. Когда мы проходили с нашей трибуны, с гостевой, шли мимо трибуны С, по-моему, центральной, был какой-то опасный момент, мы зашли посмотреть, то есть мы даже на секторе не стояли. Мы простояли там 2 минуты, и сразу же к нам подошли оперуполномоченные, представились, нас забрали. Они нам долго не могли ничего придумать, чтобы нам написать какой-то рапорт. Вменить, да? Да, вменить. Там был майор, который напрямую сказал, что это как бы команда сверху. Ну, понятное дело, по нам. Я говорю: ну как, мы прошли, как бы там никаких проблем не было с проходом. Вы можете, говорю, по камерам отследить все, то, что нас никто не задерживал, никто нам не говорил: остановитесь. По пути мы там хот-доги, воду покупали. Все мы это в протоколе отразили. Тем более там, надо сказать, для тех, кто не знает, в отличие от стадионов Черкизово, на Самаре, на Новой Арене, ты можешь, как принято сейчас в Европе, вообще везде, гулять, то есть, ты можешь обойти весь стадион, да, ты можешь гулять хоть обойти везде по кругу. Да. Главное не заходить на сектор, то, что мы и не делали. Я вообще 8 лет поработал в клубе. И знаешь правила. Знаю правила их до сих пор, да, помню. Это концепцию УЕФА, ФИФА, все это я изучал. И, в общем, в итоге они тебе написали... Не только мне, еще ребятам. И парням, да. То, что мы сидели не на своих местах, создавали давку и там что-то там угрозу. Ну, естественно, я говорю: предоставьте видеозапись. Они никакой видеозаписи, как и в Сочи, предоставить не могли. Но то, что хоть хорошо сделали, не сразу нас осудили, отправили дело в Москву, которое я получил, и вот жду сейчас, грубо говоря, с районного суда повестку в суд. Ну, мы надеемся, что здесь получится как-то... Да, я надеюсь, что хотя бы отделаюсь штрафом. Ну да, что возобладает справедливость, скажем так, да. хоть где-то разум. Бан про 7 лет. Это важный момент. Повторный бан, это уже не от 1 года до 2, или там не от полугода до 2. От года до 7, от да, полугода до 7. Какой кошмар. Как попросит, как говорится. Лех, что посоветуешь пацанам, которые попадут ну, не дай бог, мы никому этого не желаем, но если вдруг кто-то попадет в такую историю, как ты и как другие парни, герои нашего выпуска, если они попадают в бан, что им делать в жизни, как им, куда девать свою энергию и, самое главное, стоит ли потом возвращаться на сектор? Ну, мой случай — это вообще как бы отдельный случай.
Да, остальные ребята, я думаю, что за ними менее пристальное внимание. Я считаю, что они также должны участвовать в жизни фанатизма, Локомотива, там, помогать, что-то делать. Но это рано или поздно бан закончится, также можно ходить. Стараться меньше ругаться с органами. Это сейчас самое главное. Хорошо. Да. А так что, не унывать. И продолжать все делать, но не ходить как бы на футбол, чтобы не дали еще больше запрет, потому что знаю, там не только у нас были случаи, там у Питера мои знакомые рассказывают то, что люди, получившие бан, приходили снова, им давали большой штраф. Их находили, да? Их находили, да, по камерам, там еще почему-то, либо оперуполномоченные, опять же, которые занимаются, так сказать, болельщиками. Чтобы они не допускали глупых ошибок, чтобы это не повлияло на их дальнейшую судьбу, не получить больше бан, чтобы потом вообще не хотелось ходить. Лучше прождать там полгода или 2 года, и потом спокойно опять начать ходить. Но повторюсь, то, что можно также участвовать в фанатской жизни, помогая фанатскому движению, но за пределами стадиона. Окей. Спасибо тебе большое, Лех, за разговор. Все. У нас есть давний фанат «Локомотива» Александр с прозвищем «Адвокат», который с юридическим образованием помогает в некоторых вопросах фанатам. И мы его пригласили на беседу, данную передачу, чтобы задать несколько вопросов. Саш, скажи, санкции, в принципе, это не новое, и запреты эти. Государство шло к этому уже 10-15 лет. Если кратко, можешь вспомнить, как процесс это длился, какие санкции вводились раньше? Ну, если кратко, именно эти санкции, то есть это была введена статья 2031 в Кодекс о административных правонарушениях, и статья карает за нарушение правил поведения на официальных спортивных мероприятиях. И, конечно, это все было принято под чемпионат мира, то есть, по-моему, в 2011 году или в 2010 Россия получает право на проведение чемпионата мира, и у нас решают, что надо что-то делать с фанатами, чтобы приехавшие иностранцы смогли отсюда в 2018 году уехать живыми и здоровыми. И перенимается, скажем так, опыт передовых стран, прежде всего Великобритании, в котором антифанатский закон, называется он Football Spectators Act, он действует с 1989 года. Он с изменениями, конечно, и были новые законы приняты, но фактически он действует до сих пор. Вот. И в свою очередь англичане это принимали в 1989 году. Большая трагедия на Хиллсборо, погибает, по-моему, 89 человек, большая давка на полуфинале Кубка Англии, это Ливерпуль и Ноттингем Форест играл. Сейчас, кстати, выясняется не так давно, что во многом тогда все свалили на фанатов и приняли этот закон, но сейчас выясняется, что во многом это была вина полиции. Читал про это. Да, и полиция скрывала этот вопрос, то есть они прикрывали свои задницы, и как это любят и у нас делать, и по всему миру полиция, руководство клубов, чиновники, все валят на фанатов. Вот. И они приняли этот закон первые, и идея была такая, что обычными правовыми средствами с фанатами уже невозможно бороться, потому что не всегда они совершают такие серьезные правонарушения, что можно их, например, посадить в тюрьму. Вот. А вы выносите им штраф, например, какой-то, они его платят даже или не платят, но продолжают ходить на футбол. И англичане придумывают такую вещь, как бан. То есть запрет, запрет на посещение именно футбола. То есть это вот вводится как наказание. И после англичан уже это и многие другие страны такие законы принимают. Вот. И мы к этому приходим в 2013 году. Вот. С 2014 года начинает это действовать. Вот так мы к этому пришли. Какие-то положительные ли моменты случились к этому времени? Наверное, нет. Я вообще считаю, что нулевые годы, наверное, это золотое время русского фанатизма, до того, как был принят этот закон. И уже после того, как прошел тотальный беспредел 90-х, вот кто-то, может, молодые люди, наверное, просто не помнят это время, я еще немного его помню, вот когда, не было банов, но могли просто избить. Полицейские реально могли избить серьезно, вот, и им ничего за это бы не было. Какие-то жалобы было писать, совершенно бесполезно. Вот. Просто было на футбол опасно ходить для здоровья.
Вот. И уже к нулевым годам вот этот тотальный беспредел проходит, а такого еще внимания спецслужб, полиции, такое внимание еще не появляется. Поэтому это золотое время. Вот. К сожалению, сейчас оно, наверное, прошло, и внимания все больше, и хоть чемпионат мира прошел, но все новые санкции появляются. Сейчас вот идут разговоры о проведении Fan-ID, и какой-то светлой полосы, мне кажется, в ближайшее время ожидать не стоит. Все, скорее всего, будет только хуже. Но за эти годы хотя бы полиция ушла с секторов. Как ты это оцениваешь? Полиция это замечательно, это прекрасно. И на самом деле это разбивает вот аргументы там, тоже о злых фанатах, потому что как только полиция ушла с секторов, сейчас стадиона, беспорядков именно на стадионах непосредственно, каких-то шэдволов, они практически исчезли. Конечно, это не единственная причина, почему так произошло, но полиция зачастую играла провоцирующую роль, и своими неадекватными действиями на трибунах она сама провоцировала беспорядки. Вот, поэтому, как только полиция ушла, это, конечно, плюс для нас. Вот, это положительный момент. Ну, я думаю, что негативного, конечно, намного больше за последние годы у нас произошло. Но с введением банов, о каких самых нелепых случаях ты слышал, за что фанаты получали бан? Вот, ну, я могу рассказать нелепом случае, когда удалось, мы тоже занимались этим вопросом, помогали фанату нашему, когда удалось не получить бан, вот, его задержали, значит, в ноябре за то, что он даже не во время матча, а в перерыве, было холодно, и он замотался шарфом. Причем он даже не то чтобы лицо полностью замотал, а, насколько я понял, он закрыл шею, подбородок. Вот. А в этих правилах поведения зрителей есть пункт, что скрывать лицо нельзя. Вот. И, то есть он ничего не жег, ничего не нарушал, просто было холодно, и он закрыл шарф. И менты его потащили, оформили ему протокол, изъяли у него шарф как орудие совершения административного правонарушения. Вот. Но нам на суде удалось отстоять такую позицию, что вообще в ноябре месяце надевать шарф это нормально, что человек ничего противозаконного не совершал. Вот. Его оправдали, и шарф ему судья вернул прямо на заседании. В этих правилах поведения там достаточно длинный список нарушений, за которые можно попасть. Там есть и опьянение, есть и достаточно очевидные вещи, как там использование пиротехники, бросание предметов на поле. Есть вещи забавные, например, нельзя ходить с животными. Есть отдельный пункт про то, что нельзя, по-моему, оскорбительным образом показывать интимные части тела. Вот. Я не слышу, чтобы кого-то еще по этому пункту привлекали, но такие пункты есть. Но еще у нас есть парень, забаненный за то, что находился рядом с теми, кто жег пиротехнику. Есть, и, к сожалению, то есть популярные истории, когда людей задерживают ни за что. Вот так, в принципе, было и раньше, и так и сейчас. Есть у нас в судах такой принцип, он нигде официально не зафиксирован, но он существует. Принцип звучит как: нет оснований не доверять сотрудникам полиции. То есть, если сотрудник полиции в протоколе пишет, что ты, например, сжег пиротехнику, а ты говоришь, что ты не сжег пиротехнику, то его слова против твоих слов, они более весомыми считаются. Вот. И мне даже попадалось одно дело в практике, где человек, привлекаемый, он привел аж 4 свидетелей, которые все дружно показали, что они были с ним весь матч, что он никаких противоправных действий не совершал, но его все равно осудили с такой мотивировкой, что это люди его друзья, что они заинтересованные лица, а полицейские вроде как не заинтересованные, поэтому осудить можно. Но такое часто бывает. Такое часто бывает, к сожалению, и всегда было. Вот. Это беспредел. Не нужно думать, что ничего сделать нельзя, что человек здесь беспомощен. Вот. Мы оказываем юридическую помощь и всех призываем к нам обращаться, не бояться, не стесняться. И нужно понимать, что ситуации бывают разные. Каждая ситуация индивидуальна. Не всегда, даже в судах, вот этот принцип работает. Сейчас часто помимо протокола и заявления полиции прилагают и фотографии. Вот. Также нужно понимать, что юридические вопросы такая тонкая материя, и здесь каждая мелочь может быть важна. И есть какие-то процессуальные моменты, например, протокол административного правонарушения, он должен быть оформлен определенным образом. Если в оформлении протокола хотя бы одну ошибку допустил полицейский, это основание, что протокол признать недействительным, и вас уже не осудят. И такое отношение у полиции и судов, оно в том числе и потому, что люди ничего не делают. Они на это
это забивают, просто махают рукой и говорят, ну, мы ничего не будем делать, мы не будем бороться. И полиция понимает, что им особенно и стараться не надо. Они могут любую написать херню, вот, любые ошибки допустить, небрежности, и ничего им за это не будет. Все равно человека осудят. Вот. Поэтому, когда вы пускаете вот это дело на самотек и забиваете сами на то, чтобы отстаивать свои права, вы не только себе делаете хуже, но вы делаете хуже всем. Вы вот создаете такой фон безразличия к нарушению ваших прав. Вот такого быть не должно. Поэтому мы еще раз всех призываем, не стесняйтесь, обращайтесь к нам, мы всем помогаем, мы дадим вам советы, поможем вам какие-то процессуальные документы составить, возражения, жалобы, апелляции, всегда посмотрим. Вот. Обратиться можно через форум United South, надо там зарегистрироваться, раздел называется «Новости фанатского движения», тема называется «Юридические вопросы, помощь». Вот. Можно свои вопросы оставлять там, либо писать в личные сообщения юзеру адвокат. Вот. Обращайтесь, пожалуйста, защищайте ваши права, боритесь за них. Вот, не будьте слабыми и всегда отстаивайте свои права. Это вам и в жизни потом пригодится. Согласен. И мы не зря эту тему запустили, потому что есть где защитить болельщиков, есть уже успешные дела. Так что, если ваши права нарушены, обращайтесь, поможем. Это уже неоднократно работало. Ну, скажи тогда, подытожим, какие есть нарушения, за которые могут дать запрет на посещение матчей, бан. Кто хочет, я всем рекомендую посмотреть полностью этот список, прочитать. Этот документ называется «Правила поведения на официальных спортивных мероприятиях», постановление правительства. Вот. Самое популярное, за что задерживают фанатов, конечно, пьянка, мы уже говорили, пиротехника. Вот. Еще популярная история – это драки, они тоже бывают на трибунах. Вот. Сидение на оградах, это в основном гостевых секторов считается. В этих правилах есть очень один расплывчатый пункт о том, что нельзя создавать опасность для вот, жизни и здоровья зрителей. И на самом деле под него можно подписать все, что угодно. Например, я видел дела, где под него подписывают стояние в проходах. Я уж не знаю, там даже реально человек стоял или нет. Вот. То есть ты просто встаешь в проходе, стоишь, и этого, в принципе, уже может быть достаточно, чтобы тебя привлечь и выписать, тебя осудить, выписать тебе бан в том числе. Ну вот сейчас есть баны, и институт развивается, этот у государства, но хотят ввести Fan-ID. Скажи, зачем это, по твоему мнению? И нужно ли это вообще? Кому это нужно? Конечно, не нужно. Ну, нужно это прежде всего полиции. Вот мы можем даже посмотреть, насколько я помню, был круглый стол в Госдуме обсуждения. И кроме полиции и, по-моему, представителя клуба «Арсенал», все и депутаты, там был Газаев, и все представители клуба, все выступили против. Все понимают, что для нашего футбола, который и так не очень популярен, и он с трудом выдерживает конкуренцию с другими какими-то развлечениями, это будет в плане посещаемости будет просто катастрофа. Вот мы вроде как после чемпионата мира должны были привлечь людей на трибуны, но если Fan-ID ведут, это будет катастрофа. И вводит его, конечно, полиция для того, чтобы им было легче, чтобы им всем их отслеживать, чтобы у них все были перед глазами. Вот. Хотя существует этот институт бана, пожалуйста, как бы, если человек провинился, арестовывайте, привлекайте его, оформляйте доказательства, судите его в установленном законом порядке, он вносится в список. Список это, кстати, есть в открытом доступе на сайте МВД, там фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения. Вот. Человек попадает в этот список, и ему запрещено ходить. Вот. Он нарушил, ну, может быть, он и не нарушил, но, по крайней мере, его признали виновным. И хотя бы какие-то основания есть. Здесь получается, что еще никто ничего не сделал, и они уже вынуждены какие-то оформлять Fan-ID, за ними уже пристальное внимание, они в какие-то базы попадают, вот, их отслеживают. Конечно, это все неприятно, и нужно это только полиции для облегчения им своей работы. Потому что работать по закону, да, доказывать вину человека, привлекать его, это сложно. А гораздо проще, вот как делалось на чемпионате мира, кто-то им не нравится, и они просто ему запрещают выдавать Fan-ID. Без всяких объяснений, без всяких оснований, не нужно уже привлекать, не нужно доказывать. Вот этот человек нам не нравится, и все, и до свидания, ты не будешь ходить на футбол. Да, на чемпионате мира была неоднократная практика
аннулирование Fan-ID, когда болельщики об этом узнавали в день матча, допустим. Да, бывало и И такое. приходили на стадион, у них крестик загорался на системе пропуска, не знали ничего об этом. То есть творили все, что хотели, и даже не объясняли никак это. Было все очень скрытно. Сейчас наше государство и органы кивают на успешный опыт проведения чемпионата мира, но вот этот момент очень не нравится на чемпионате мира, как раз как это все происходило. Ну и все вы видели, как на финале чемпионата мира в присутствии президентов 3 стран выбежали люди на поле, имеющие Fan-ID и репутацию, которая, наверное, могла бы у кого-то вызвать вопросы. В итоге они все, что хотели, сделали. То есть вопрос Это никак в этом случае не помогло. о работе этой системы есть большой. Ну и, может быть, тебе есть что добавить по поводу нашей темы. Как ты считаешь, все вот эти баны, Fan-ID, как отразятся вообще на фан-движении, на посещаемости, если это все Fan-ID будет введен? Ну, я уже сказал, это будет катастрофа реально. И это будет катастрофа и для фан-движений, и будет катастрофа для обычных болельщиков, для посещаемости вообще. Потому что, ну, достаточно очевидная вещь, что человек хочет сходить на футбол, да, он не может просто взять и купить билет. Ему надо пойти, оформить это Fan-ID, где он будет делаться и как, за какой срок времени, как это будет осуществляться, это непонятно. И человек, когда он узнает, что это настолько сложно сходить на футбол, ну, он не пойдет на футбол. Он сходит в кино, он сходит в бар и не будет ходить. Для фан-движений, я знаю, многие люди есть такие и в нашем движении есть такие люди, которые принципиально настроены против, и они себе, по крайней мере, первое время, они не собираются эти карты оформлять, если они будут введены. Поэтому и для фанатов будет большое падение посещаемости, я думаю. Ну и самый практический вопрос тут. Что делать болельщику, если его задержали после матча? На самом деле здесь кто не попадал, он этого не чувствует. Кто попадал, знает, что первый раз, когда ты попадаешь в полицию, тебя задерживают, ты чувствуешь огромный стресс. Особенно это для молодых там парней каких-то. Потому что, не для молодых тоже, потому что всю жизнь ты был свободным человеком, ты ходил куда хотел, когда хотел. Последний раз, может быть, тебя родители в 5 классе заперли дома за то, что ты 2 получил. Тут ты взрослый человек, ты, может быть, даже ничего и не сделал. Часто бывает, что привлекает ни за что. И ты сидишь в этом околотке, да, где-то, или в подтрибунке, или тебя в ВВД уже привезли. Когда тебя выпустят, ты не знаешь, что происходит, ты не знаешь. Это большой стресс. Поэтому надо себя взять в руки. Надо быть спокойным, уверенным, разговаривать спокойно, не хамить, не качать права. Полиция к этому, если они видят от тебя спокойное отношение, такое же отношение, скорее всего, будет и к тебе. И надо понимать, что когда ты выйдешь, сказать сложно, потому что могут продержать несколько часов, могут продержать до утра. Бывают случаи, когда, например, у нас до суда могут задержать до 48 часов. То есть тебя могут задержать в субботу и оставить, ты будешь сидеть в полиции и ждать суда до понедельника. Тебя только утром в понедельник повезут в суд. Такое тоже может быть. Это достаточно редко бывает, но бывает. Поэтому надо морально к этому подготовиться, понять, что, в общем, ничего страшного не произошло, что это часть фанатской жизни. Не бояться, не волноваться, как говорят, не верь, не бойся, не проси. Такие какие-то рекомендации первичные. Ну и, конечно, главная рекомендация смотрите сами по ситуации, решать за вами, но я крайне не рекомендую соглашаться с обвинениями, которые вам предъявляют, подписывать протокол, то есть если вы подписать его можете, но вы должны написать, что вы с обвинениями не согласны, что вы правонарушений не совершали, можете что-то от себя добавить, почему, какие, по вашему мнению, моменты могут говорить в вашу пользу. Например, вы можете написать, что полицейский, который составил протокол, он не находился в чаше стадиона и вообще не мог видеть, нарушали вы что-то или нет. Также часто сейчас у нас, в том числе в Москве, это практикуется, вас не держат до суда,
в УВД, а вас отпускают, но заставляют подписывать обязательство о явке, где указано время и место проведения судебного заседания. И там часто бывает еще такая подпись с обвинениями «согласен, прошу заседание провести без меня». Вот. Соответственно, если вы хотите хоть как-то побороться здесь, а я рекомендую это сделать, и можете в том числе обратиться к нам, мы вам поможем. Вот этот пункт про то, что вы согласны с обвинениями и заседание без меня прошу провести, его надо вычеркнуть, написать там исправленному верить, а то, что вы уведомлены о времени и дате судебного заседания, это вы можете подписать. Хорошо, спасибо. Я думаю, всем эта информация будет полезна. Спасибо, Саша. Следующие наши гости Рома и Давид. Мы встречаемся сегодня во время матча, потому что пацаны могут посещать теперь стадион. Баны ваши закончились. Расскажите, когда вас забанили, за что и насколько? Ну, на самом деле все случилось из-за того, что когда мы поехали в Сочи на финал Кубка России, произошла вообще какая-то непонятка. После матча мы выходим с товарищем, грубо говоря, и правоохранительные органы пытаются как-то что-то доказать, якобы мы были в чем-то виновны. Все происходит в том, что мы идем вдвоем, подходят два сотрудника полиции, говорят, что молодые люди, даже без разговоров, начинают ломать, мордой в пол. Ничего не поняли сразу, что происходит, вроде не нарушали никакие правила, да, Но так сложилось то, что нас забирают без выяснения причин и ведут в пазик, И дальше мы, получается, находимся в отделении полиции и пытаемся выяснить, что случилось, все ребята после матча отдыхают, а у нас идет судебная процедура. Ну, а вы со всеми, получается, были, да? Со всеми, кого в Сочи забирали, да, пацанами? В большей степени, да, там просто, чисто говоря, мы сходили там на футбол, там радости полные штаны были, то, что там Лок, там Кубок России взяла, там Сочи, там жара. Да, там. тем более, Тем более, да, хорошая погода, прям у всех там радость на лице, а мы просто выходим и так, оба. Ну, а вы, если по факту говорить, вы выбегали на поле, может быть, или там, не знаю. Нет, просто спокойно смотрели футбол, радовались голам. Да, конечно, была там эйфория, то, что конечно, радость, победа в Кубке очередная, но происходит так, понятно. что... Мы не то есть вы тоже среди тех, кто на поле не выбегал, Нет. но кого забрали? Нет. Понятно. Да, Сколько вам дали по бан? Что на мне, период? что Роме, по полтора года. Полтора и 30 часов исправительных работ. Про работу расскажи, что это за фигня такая, какие исправительные работы? Честно, мы на них даже не ходили. А как это выглядит? Что это такое вообще? Вообще, как 30 часов исправительных работ, или как там вообще эти обязательные работы, там, ты, то есть, красишь, там, помогаешь государству, точнее, там, что-то там, мусор убираешь, там, во дворе, там, что-то делаешь. Чем вы занимались эти полтора года, и в общем, выпали вы из движухи или нет? Расскажите. На самом деле, очень все задумываются, что да, все мы опустили руки, но такого не было. Я постоянно пытался поддерживать команду, что на выездах, что на домашках, что на молодежке, Ну, по возможности, да, были такие моменты, что я не всегда попадал на матч, потому что якобы правоохранительные органы старались следить за всем этим. Поэтому сотрудники на камерах, там, на всем. С ребятами находились и в барах, но все равно мы находились в том городе, где играет наша любимая команда, всегда поддерживали как-то, да, не на стадионе, но это, конечно, очень обидно. Но мы всегда находились рядом с командой, пытались находиться с ребятами и за пределами, и за стадионом. То есть и на стадионе, и за пределами, извиняюсь. Если, получается, идет матч, вы просто приезжаете к стадику, там тусуетесь? Да, бар там какой-нибудь местный, да. Самое главное просто поддержка. Понять, там неважно да. где, а самое главное, что поддержать там, посмотреть, поболеть. Сейчас бан у вас закончился, Да, получается. Да, в ноябре. Круто. Расскажите эмоции свои, когда вы вернулись. На самом деле, я когда пришел после запрета, я получил кучу эмоций, потому что я увидел всех людей, которые я давно не видел на стадионе, всех своих друзей, пообщался, да, конечно, поддержали, спрашивали, как ты вообще находишься в таком состоянии, потому что не посещаешь матчи. Я говорю, я не опускаю руки, я постоянно вижусь с вами и после футбола, и нахожусь рядом, мы можем всегда спокойно пообщаться, провести время, потому
же самое, и с Дэйвом мы встречаемся порой после матча. Ну, конечно. После матча вот, как бы обсудим, да, игру нашей команды, пообщаемся с ребятами, кто там находился. Вот, говорят, да, там вас не хватает порой, но все равно как бы продолжаем общаться. Но вот после этого запрета как бы уже, да, радость Такой на грех сердце. души, грех с души. Радость на сердце, да, как бы вот, наконец-то мы попали в родные стены, вот. Даже до сих пор Гол забили. радуемся нашей команде. Вот. И это крутое, да, чувство, да, находиться в родных стенах и в дальнейшем как бы посещать все матчи. Самое главное просто не опускать руки. Продолжать двигаться, да, как бы запрет, это в голове запрет для всех. Смотрите, сейчас, как вы думаете, что дало и дало ли вообще что-то посетителям, другим посетителям, обычным посетителям футбольных матчей вот эти запреты? Ну, я думаю, Вот то, что вы не ходили на стадион, как это могло повлиять на посещаемость? На все знаете, в принципе, если так подумать, для нас это, конечно, там разочарование, то, что да, вот то, что мы не можем на родной стадион пойти. А думаю, для обычных болельщиков тоже, наверное, страх, то, что вот может просто они будут выходить там со стадиона, там кто-то с сыном, кто-то с девушкой, кто-то с родителями и просто начнут крутить. Поэтому да, у них, может быть, не у всех, но в большей степени у кого-то есть такой страх, то, что вот могут просто там, например, взять там, забрать. А потом просто еще участковые начнут приходить там, а просто не пойми из-за чего. При том, что человек там, правда, просто пришел посмотреть футбол, там, поболеть за любимую команду. Сейчас много говорят о том, что вот эту инициативу с паспортами болельщиками, с так называемым Fan-ID, хотят внедрить после чемпионата мира теперь и на чемпионат России. Как вы к этому относитесь и как это может сказаться на посещаемости? Отрицательно, конечно. Я считаю, что это полный бред, как бы не стоит это все внедрять, потому что, как бы, это бесполезная трата сил. Вот, денег там тем более. Людям запрещают, как бы, некоторые нюансы, которые не расписаны в этой, как бы, графе, то, что не надо это все делать. Вот. А на самом деле, как бы, если ты соблюдаешь хорошо правила на стадионе, то тебе ничего не грозит просто. Вы пойдете сами, если эти паспорта введут, вы будете их оформлять и ходить на Нет, мы стадион? это не будем делать, но в любом случае мы будем продолжать дальше посещать команду и на выездных матчах, и на домашних. Вот. Но всегда против этого шли. Окей. Что можете посоветовать пацанам и девчонкам, может быть, я не знаю, хотя я видел списки, там были девчонки, кстати были, говоря. да, там в НДшном сайте, да. Да. Да самое Что можете посоветовать вот тем, кто попадает в такую ситуацию? Самое главное не бояться, самое Думать главное. своей головой и все, Да. как бы. Стоять на своем, самое главное, потому что бывает такое, то, что сразу начинают запугивать, то, что ты там такой-сякой, ты там фанат-хулиган, который там жгешь фейера, там бьешь бутылки, ломаешь там стулин, там. Ну, как говорится, да, самое главное. покажите доказательства и все. Да, самое главное, да, не бояться просто. После того, как их уже заблокировали, запретили им посещение, что им делать? Также болеть за лоб. Никогда не опускать руки, Не продолжать опускай, да, поддерживать также команду. в барах, там, можно дома, Встречаться с да. друзьями и продолжать активно поддерживать свою любимую Самое команду. главное, и всё. да. Самое главное просто не терять надежду ни в команду и Ни в себя, тем ни в своих более, друзей. Да, ни в себя, ни в своих друзей. Ну, отлично, спасибо вам, парни. Я надеюсь, что Да. в этом году нам будет еще чем порадоваться. Дай бог. И Да, Локомотив берегите своих близких, болеть поможет, за Локо. да, праздновать нам вместе с пацанами, Конечно. которые вернулись на трибуны. Да. Давайте, спасибо. Ну что, мы продолжаем наши занимательные истории про баны и про судьбы забаненных парней. Про твою историю мы углубляться не будем, но я коротко для зрителей скажу, что у тебя был бан на 1,5 года, несправедливый, это, Плюс 5 суток. да, еще. неважно, плюс действительно еще и посидеть пришлось. Скажи, пожалуйста, как ты провел эти 1,5 года? Чем ты занимался? Был ли в твоей жизни футбол, был ли фанатизм? Вот, расскажи про это время. 1,5 года, получается, у меня был бан. Я был все время рядом с движением, не посещал матчи, ни одного матча не посетил, получается, во время бана. То есть все время отслеживал, как мой бан доживает на МВД РФ. Получается, был все время рядом с движением, тренировался с ребятами, со всеми поддерживал связь. К сожалению, на футбол нельзя было ходить, можно было ходить какие-то там околофутбольные мероприятия, в том плане, что встреч, насколько я помню, ни одной не было за это время.
но в движении как бы оставался, то есть в любом случае. К сожалению, так как бан распространяется только на Россию, я думал, что возможно будет съездить в Европу, то есть плюс Лига Чемпионов была, еще остаток был Лиги Европы, насколько я помню. И после первого же подачи заявления, хотя у меня до этого был паспорт пятилетний, который весь был в визах, годовых, двухгодовых. Был свежий паспорт, тоже с визами. И проблем никогда не было у меня с визами, как бы работа, все нормально, как бы у меня был отказ. Я подумал, что-то не то, может, я не так как-то въехал в прошлый раз по визе. Пытался еще раз подать заявление, мне дали второй отказ. И потом начал узнавать у парней, у которых были, которые тоже в бане, у которых, которые пытались подать на визу. У них тоже были отказы. То есть проблема... То есть, в общем, решил, не рисковать дальше? Я третий раз подал заявление, то есть я потерял уже кучу денег и все равно пытался уехать в Европу. И также пришел отказ. Причем из третьей страны, которая там довольно лояльна ко всем русским туристам. Греция, Испания? Греция, да. Греция и Испания была. То есть они все... И там. Да, причем до этого у меня было 5 испанских виз, 5 годовых. И никаких проблем не было. Это бред, я помню. То есть, слава богу, история разрешилась. Вот как только закончился бан, прошел месяц, я подал заявление во Францию. Мне дали по датам. Ты расскажешь, я же прям переживаю, как за себя сейчас. Вот, дали по датам, я съездил по датам, подал, все честно. И сейчас дали уже нормальную визу, то есть могу ездить, надеюсь, что на Лигу Чемпионов уже буду спокойно посещать. Только все равно есть небольшие опасения, конечно, с этим Fan ID. Я не знаю, как они собираются его вести, если... Что вообще думаешь, кстати говоря? Вот сейчас про него постоянно говорят. Нужен ли Fan ID, в принципе, как ты думаешь? И если его введут, как это отразится на посещаемости? Я думаю, что Fan ID максимально не нужен людям, потому что люди и так боятся оформлять любые документы вообще какие-либо. Для них это сложность. Тут оформить Fan ID – это дополнительная сложность, дополнительное время. Плюс люди, которые основная масса ходит на футбол, я думаю, им, скорее всего, запретят посещать матчи. Но они хотят, наверное, сделать, чтобы посещали там 3000 человек. Вот мама с ребенком ходила на футбол, и все, тем самым, РПЛ, посещаемость умрет полностью. Но при этом, кстати, надо же обратить внимание, что Fan ID до сегодняшнего дня не было. Это не мешает им давать баны нам все равно. Да. Какая-то чушь. Это полная чушь. И, я уверен, что просто есть список там людей, которым нет, им нельзя давать Fan ID просто. Ты будешь пытаться получить, если вдруг введут? Я думаю, можно будет. То есть на Fan ID, например, на чемпионат мира, как я знаю, там люди, которые очень много моих знакомых, им просто отказали сразу еще, на моменте заявки еще. То есть я думаю, что посещаемость полностью умрет, и они тем самым убьют РПЛ. Первый матч, когда ты вернулся на трибуну, у тебя же бан уже закончился, и ты уже ходил, правильно, на матчи с тех пор? Да, я успел. Да. Свои эмоции опиши после возвращения. Слушай, я пришел, на первый матч, это был то ли Уфа, то ли что-то такое. Я пошел, честно сказать, не на южную трибуну, я пошел на центральную трибуну. Просто посмотреть, как это выглядит со стороны, как. Чтобы как-то прочувствовать, потому что все-таки меня долго отсутствовал. И как вообще движения творится, какие. Соответственно, очень много знакомых лиц, все такие, что ты вернулся, как дела, там все нормально. То есть, зарядился я позитивно на самом деле, потому что много знакомых лиц, которые все рады тебя видеть. Потом уже стал посещать, соответственно, и Лигу Чемпионов, я успел один домашний матч с Галатасараем посетить, и концовку сезона всю я, в принципе, проходил. Круто. Что посоветуешь пацанам, которые попали в такую же ситуацию, как ты? Я имею в виду не про суды, не про всю эту историю, здесь это отдельный разговор. А что делать? У него бан. Что ему? Поливать
Ну, голову пепла посыпать? Я считаю, что ходить все-таки на стадион слишком опасно, если ты хочешь как бы дальше, в дальнейшем, в любом случае, свою жизнь связать с Локомотивом. Как там, посещать матчи, ездить на выезда. Нужно чуть перетерпеть, да, но как бы можно же общаться с друзьями не только там, соответственно, на стадионе, можно вне стадиона общаться со всеми. Посещать, если кто-то не ездит на выезда, соответственно, можно заходить в бар, посмотреть. Замена в составе московской там, «Казанки». то есть также оставаться в движении. Вместо Кирилла Баженова, номер 19, и Николая Титкова, номер 3. Ну что, спасибо тебе за время уделенное. Давай, увидимся на трибунах и в Европе, и в том числе. Для нашей темы, для нашего выпуска мы решили встретиться и с Алексеем Молодым, известным в России и в Европе тоже, наверное, фанатом Вентспилса латвийского. Лех, привет. Да, привет. Расскажи точнее о известных тебе случаях запретов, ограничений посещений, может быть, о каких-то посещениях по паспортам в Европе и в мире, и чем это заканчивается, как правило? Ну, мне ближе всего, наверное, Польша, да? Географически, как бы так, немножко по духу. То, что можно привести как отличный пример, это ситуация, которая возникла в Польше, там, наверное, порядка, перед Евро, да, перед Евро 2012 года, когда Польша повсеместно, по всем лигам абсолютно ввели проход по документам. Да? То есть ты просто так там не можешь попасть на футбол, неважно, это там экстра-класса, да, какой-то матч в Варшаве на Легии или это какая-то перц абсолютная. Да? То есть третья лига, там тоже внедрили проход по фан-карте, так называемой. Да? То есть, как себя ведут пацаны в этой ситуации? Они ходят? Они ходят. Вот у них нет выбора, да. То есть как нет выбора? Были какие-то протесты, понятное дело, то есть трибуны протестовали там около года или более того, там делали там различные демонстрации, вешали баннера, устраивали какие-то там в социальных сетях акции и так далее, но все равно, несмотря ни на что, правительство приняло решение и внедрило его. Да, и потом как бы всем движем пришлось просто как бы под это решение уже каким-то образом подстраиваться. И произошло это, как мы знаем, до 2012 года, это там 2011 год. То есть прошло, в принципе, достаточно много лет, это уже 7 лет, 8. И в те времена еще не все стадионы, кстати, были отстроены. Сейчас очень многие стадионы в Польше отстроены. Там уровень безопасности совершенно другой, камеры, турникеты и так далее. А в те времена это еще было очень много старых стадионов. Да? То есть, и несмотря на то, что люди проходили по вот этим фан-картам на домашние матчи, а на выезда ты обязан подать список. То есть, там, грубо говоря, за неделю до выезда подается, допустим, кто-то из Гданьска решил приехать в Варшаву, подается список со всеми участниками этого выезда, с именами, фамилиями, с паспортными данными, да, то есть, так. То есть ты в последний момент не можешь, в последний момент ты не можешь прыгнуть, там, по-моему, за 3 дня уже закрывается. Я что хотел сказать, несмотря на эти, как бы, запреты, и не то чтобы запреты, а нововведение правила, конечно, все равно в те годы и до сих пор что-то случается, да, у них там в Польше, но это их менталитет. Да, то есть я бы сказал, что польскую движуху до сих пор это не сломало. Конечно, там ужесточились штрафы, да, там ужесточились меры безопасности. Люди получают баны за пиротехнику, получают огромный штраф. То есть до уголовного. Это вся красота, которую мы видим на ютубчике, в инстаграме и вообще во всех медиа, которые все равно каждый матч, там пиротехника, все в дыму, все горит, она просто так для них не проходит, да? Не проходит. У меня там целый ряд друзей, которые просто не могут ходить на матч. То есть, например, там в филиалах варшавские, да, ребята, которые в Варшаве, там мои друзья, просто вот недавно я был, 3 месяца назад, у них в гостях, и люди не ходят на матчи, да, там получают бан на год, на 2, на 3 и так далее. Они могут попытаться, они разными ухищрениями на важные матчи, понятно, приклеил, грубо говоря, одел очки, приклеил бороду и так далее, попал на стадион, да, но если тебя поймали, если у тебя бан, и ты попал с этим баном на стадион, то там уже может быть либо очень большой денежный штраф, либо уже уголовное преследование. Понятно, что это определенным образом бьет по движухе, но при этом все равно как бы на хардкор, да, то есть основные люди, они едут на матчи, идут на выезда, приходят на домашние матчи, поддерживают свои команды, жгут пиротехнику, где-то когда-то хулиганят, получают баны, имеют проблемы.
все, конечно же, ужесточилось, но живут с этим. Да? Пацаны, которые получили баны и там на какой-то период, когда этот период заканчивается, они сразу в первый же матч на трибуне и также активно гоняют? По-разному. То есть это Если я тебе скажу, что все возвращаются в движуху, я совру тебе. Да? Конечно, бан получает чаще всего две крайности. Либо очень молодые люди, да, такие с горячей кровью, либо какие-то основные люди, которые готовы идти на риск, которые понимают, что это важный матч, что им важно там обязательно что-то зажечь, что-то сделать на матче и так далее. То есть люди уже, наверное, там в возрасте 30 часто и старше лет, да, и, конечно, когда они там 2-3 года вне футбола, ну, некоторые не возвращаются, кто-то возвращается, да, то есть, ну, по-разному, то есть я не могу сказать, что все обязательно возвращаются в футбольную движуху. Ну, например, дальше, берем чуть дальше, Венгрия, да, у них тоже начались репрессии, я бы сказал, что лет 5 назад, последние 3 года тоже правительство ввело, сначала хотели ввести, потом ввели ID-карты тоже для фанатов, да, чтобы каким-то образом обуздать фанатов, уменьшить, может быть, насилие вокруг футбола. Вот. Ференцварош, как мы знаем, там не ходил вообще. Ну, у них там еще с клубом были терки, не ходил вообще долгое время на стадион. Другие клубы тоже протестовали, да, но рано или поздно ты, ну, возвращаешься на стадион, и там ID не отменили, там все равно как бы пошли на какие-то определенные уступки, но это уступки не конечные были, не такие, что, знаешь, фанаты победили, да, все рано или поздно ты вынужден вернуться, да, то есть мысль моя такая, что ты можешь протестовать сколько угодно, ты можешь не ходить на матчи. Я сейчас протестую сам, я не хожу на матчи Венспилса, да, мы не ходим, ну, у нас такое дело, что 2 года назад, ну, в прошлом году поменялся владелец, да, там, им стал Адлан Шишханов, небезызвестный в узких кругах, и как бы наш клуб начал проводить какие-то очень странные матчи. Когда мы можем, мы едем за молодежку, да, там, ходим на молодежный футбол, да, чтобы хотя бы немножко поддерживать свой тонус, да, какой-то фанатский, да, назовем это так, да, чтобы совсем, адреналинчик. Да, ну не адреналинчик, а попеть, что-то пожечь, да, немножко быть рядом, ну, с футболом, показываем, что нам как бы не безразлична все равно команда и футбол. Так вот, все равно мысль моя такая, что любой вот этот протест, любой бан, он очень сильно отражается на движухе, да. Тот же как бы Ференцварош, вот они не ходили сезон, другой, да, я думаю, что они где-то, ну, потеряли, им нужно сейчас, то есть они были на определенном уровне, этот уровень, я думаю, что и в количестве, и в качестве он упал за эти 2 года, да. Очень хороший пример, например, Динамо Загреб, да, Bad Blue Boys, у них вот эти терки с владельцем команды, терки там начались внутри движухи, ну не то, что внутри движухи, появилось крыло, которое поддерживает этого владельца и так далее, и как мы знаем, там БББ долго не было на трибуне, да, мне кажется, что там несколько сезонов, да, и они тоже как бы получили достаточно весомый удар, то есть все помнят там, да, Максимир стадион, заворотка Динамо Загреб, блин, все эти фотографии и видео, офигенная атмосфера, яркая и так далее, огромное количество даже на 2 ярусах. Там они вернулись обратно после этого бойкота своего, они занимают нижний ярус в усеченном виде абсолютно, да, это другие выезда, опять же, в других количествах, другое качество. То есть они потеряли, да, сколько пройдет времени, чтобы примерно вернуться на обратный уровень. Вопрос. Получается, да? система победила. Система победила. Италия, да, самая громкая, да, введение там Fan ID. Ну что, ввели, все были против, да, что, ну, Рома ходит, Лацио ходит, Юви ходит, да, Наполи ходит. Но движух почти нету зато. Все ходят. Движухи есть, ну, движух нет внутри стадиона, внутри, движухи есть за пределом стадиона. Ну, как движухи нет? Ну, поддержка есть, голосовая поддержка есть, пиротехника есть, на выездах есть, на домашках есть. Но да. Условно мопеда мы больше не увидим. Ну, мопед не увидим, потому что, да, мопед не увидим на Сан-Сиро, потому что все-таки поменялись там турникеты, видеонаблюдение, система, ну, поменялось другое. Это другое. Ты понимаешь, я немножко говорю о другом, о том, что поведение внутри стадиона, получается, тоже поменялось. Люди, не знаю, можно сказать, стали больше контролировать свое поведение, получается. В некотором роде, да, конечно. Но это связано больше, это все-таки связано с проявлением насилия больше, не с проявлением эмоций. Это важно. Это важно. Да, вот сейчас мы вдруг начнем говорить там в случае там России, да, тут видеокамеры, наблюдение, ID, то, все, 5-е, 10-е, и как бы вроде как, ну, все плохо, да, и там чуть ли не теряется там какая-то картинка, теряется эмоции и так далее. Вот в случае итальянцев, вы обратите внимание, там не может быть, а точно пропало там насилие где-то, да, там
с драками внутри там арены и так далее, или возле, но эмоции же остались. Голосовая про шизу, наверное, да. Голосовая, да, эмоции, экспрессия, там, шиза, это же все осталось. Но опять же визуал, то же самое, там точно так же применимо, что ты сказал про Bad Blue Boys. Визуал, но он сильно просил. Ты вспомни те же самые фанзины, на которые, по которым ты писал обзоры, понимаешь, которые мы все собирали. Ну а сейчас раз в год что-то там более-менее масштабное кто-то иногда делает. Это другое, это скорее всего связано, не знаю, такой кризис жанра назвать, кризис смены поколений. Я думаю, это больше связано. Посмотри, итальянские трибуны очень возрастные стали. Ну а ты не думаешь, что это связано с тем, что люди, которые могли это сделать из-за вот этих ограничений, именно они покинули трибуны? Насколько знаю, кто-то покинул, может быть, принципиально. Но насколько знаю, вот тоже Наполи, там, Юве, Милан, да, ну, основные люди на трибуне. Да, подожди, вот серия С делает интересное шоу. Посмотри сейчас, интереснее в низших лигах, чем в серии А. Там такая же система ограничений, да? Да, ты посмотри на какой-нибудь там Салернитано или еще что-то. Там как бы это живет. И я думаю, что это мое мнение, оно такое, абсолютно оторванное. Мне кажется, там люди просто наелись, и нет смены. Это такой кризис жанра общеевропейского фанатизма, потому что новая кровь прибывает все меньше и меньше. Да? У людей появляются в жизни другие интересы, не футбол. Больше возможностей. Больше возможностей, других развлечений, эра смартфонов, социальных сетей, компьютеров, каких-то дешевых поездок, путешествий и так далее. А раньше там, путешествия были через футбол, без денег, где-то по вписке, еще что-то, чувство локтя, чувство братства и так далее. А сейчас людям не надо, чувство братства сейчас вот здесь вот все, скопилось в одном девайсе, вот и все чувство братства. Это кризис жанра, реально. Повторюсь, посмотри на трибуны, срез трибуны итальянской, любой топовый. Там очень олдовые люди, старше, чем мы с тобой. Да, там уже как мы с тобой, это недавняя молодежь, молодых людей не так много, реально приток очень небольшой, ходят старые люди, а старые люди, такие как и мы с тобой, у нас уже глаза, наверное, не горят, уже неправда. 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 Думаю, что все-таки отчасти правда, и дело не столько в запретах, дело именно вот в этой какой-то такой фанатской бодрости или фанатской старости. Да, поляки, им надо сделать, они делают. Там запреты гораздо жестче, чем в Италии. Там преследование гораздо жестче, чем в Италии. Но если это какой-то дерби или это какой-то важный матч, где нужно выстрелить, они выстреливают. У шведов уже что было? Там у них очень начался сильный подъем. Там последний, где-то вернемся на 10 лет назад, где-то 10 лет назад начался сильный подъем вот этой всей трибунной темы. Движухи-то там старые, но они были всегда там проанглийские, там проанглийский стиль, casual стиль, хулиганы, пабы и так далее, а потом начала внедряться итальянская тема. Они очень много и часто ездили разные движи, там Хаммербю и там Юргарден и там, не знаю, там Гетебург, разные движи, ездили по Италиям, смотрели, как там, привносили всю эту тему к себе сюда на стадионы. Естественно, начались большие там хореографии, началось много пива, это внесло определенные проблемы, штрафы, запреты и так далее. Но в какой-то момент, естественно, все движухи объединились, начали протестовать. Назовем это так, толерантная Швеция, мягкая Швеция, которая готова слушать людей, в любых вопросах. Выслушала болельщиков, потому что все-таки, когда болельщики перестали в какие-то моменты ходить на трибуны специально, начали протестовать, то есть это было замечено, не только федерацией, но и обществом в целом. И, в принципе, как мы знаем, это хорошо или плохо, но, как, наверное, многие знают, несколько лет назад, не помню, допустим, 5-6 лет назад, по итогу этих всех протестов, всей движухи, общения клубов, федерации, полиции и так далее, им разрешили жечь пиры легально. Все это знают. Красивые шоу в Швеции, в том числе в Дании, в Норвегии, происходят на стадионе до свистка или после свистка, или между таймами в перерыве, с выходом команд на поле.
Вот, но где-то, ну, то есть к этому можно относиться по-разному. Нет, можно, да, можно говорить, о, блин, это плюшевый фанатизм, да, это же, все, я прекрасно понимаю, что вот круто пронести, самому зажечь там и так далее, это же плюшевый фанатизм, но тут-то тут как бы, ну, фанаты добились, да, понятно, что уже эмоции не те, да, но фанатское сообщество добилось того, чтобы полиция и федерация уступили, да, и они уступили, но понятно, что как бы когда тебе все разрешают и все это легально, где-то это, ну, как бы приедается, они начали жечь, понятно, не только до и после, но и во время матча. И делать как бы большие шоу. Ну, посмотрим, чем закончится. Это не понравилось, да, это не понравилось, понятно, полиции, это не понравилось федерации. Сейчас у них начался новый этап борьбы с фанатами, пытаются ужесточить меры, отменяют вот эту тему до футбола, после футбола, пронос легальной пиротехники и так далее. Ну, мне интересно, чем это закончится, посмотрим, чем это закончится. Ну, я и говорю. В России хотят ввести фан-ID. Как ты думаешь, как это скажется на посещении в России, в российской премьер-лиге? И как это скажется не просто на посещении, но и на фанатизме, и на фан-секторах российских? Ну, я думаю, что поначалу произойдет определенный отток людей, даже неопределенный, а, возможно, достаточно большой. Очень важно будет, как это позиционирует каждый движ. Как позиционирует каждый движ это нововведение. Как такую большую угрозу и желание протестовать, как некую такую вот, ну, позицию нет. Или же, ну, движ просчитает все немножко вперед, как вот это все может развиваться, и скажет, что да нет, мы, наверное, окей, нам придется это проглотить, да, но в целях как бы, развития движухи или там в целях сохранения какого-то определенного уровня, да, то есть останутся на трибуне, останутся на выездах. Вот. Конечно, то есть произойдет какой-то откат, да, где он произойдет. Люди поживут с этим там сезон, 2-3, посмотрят, что это и как это. Кому футбол не безразличен, тот вернется или останется изначально. Люди, которым футбол не так важен, да, поддержка клуба, футбол, атмосфера, те отпадут, может быть, навсегда. Думаю, что так будет происходить. В любом случае, то есть я думаю, что все равно это как-то переродится во что-то новое, и это будет уже сейчас движуха последние 2 года, я так наблюдаю, перерождается во что-то новое, во что-то другое. Да, старые люди отходят, появляется новая волна. Видишь, еще плюс или минус, в общем, нет ограничений в информации. Если раньше, я помню, вот когда-то я за всем этим следил, писал об этом, надо было по крупицам собирать, на общение на каком-то, на каких-то закрытых форумах, на каких-то там редких сайтах, там когда-то интернет, там 20 лет назад вообще надо было сохранять все фотографии, все это, знаешь, чуть ли там не на пленке и так далее. То сейчас ты зашел в телефон, там у тебя в Инстаграме есть 5-6 пабликов или ВКонтакте, ты знаешь за день все, что произошло за последнюю неделю в Европе, кто как что сделал, кто где подрался, кто как зажег, где какая хореография, где какое-то что-то. То есть информация ходит абсолютно. И сейчас, несложно что-то придумать, там, не знаю, грубо говоря, скопировать и адаптировать под себя, да, то есть движуха будет меняться. Но вопрос, насколько это людям интересно, насколько вообще интересен футбол. Посмотрим. Мне кажется, эта тема, умирает. Ну что, Лех, спасибо тебе за разговор. Рад был увидеться и увидимся на стадионах Европы еще с тобой. Спасибо. Пока. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Гостей действительно много, но вы видите и понимаете сами, что тема очень важная, тема горячая. Мы искренне надеемся, что никому из вас не придется попадать под какие-то баны. Но даже если такое случается, даже если вас задержали сотрудники полиции, помните, что всегда нужно, во-первых, бороться за свои права до конца, быть спокойными, уверенными. Ну и, как и сказал юзер-адвокат, на форуме United South он открыт, и он всегда готов будет подключиться и помочь вам в случае неприятностей.
неприятностей. Помните, что ничего не надо подписывать, с чем вы не согласны. Ничего не бойтесь, вы не одни. При этом, конечно, мы надеемся, что через год, как сейчас говорят в новостях, через год должны заново принимать решение о Fan ID. Мы надеемся, что решение будет отрицательное, что никаких паспортов болельщиков введено не будет. Также мы надеемся, что баны будут принимать и выдавать более разумно, чем это происходит сейчас, чем это происходило в случае с несколькими нашими гостями сегодняшнего выпуска. Все, всем еще раз спасибо, пока, до нового выпуска.